Привет! В сегодняшнем видео хочу показать, как я делала такую брошь-перо. Свой мастер-класс постаралась сделать очень подробным, чтобы было понятно тем, кто только начинает свой путь в этом виде творчества. Для создания броши я использовала бисер разного размера, бусины из натурального лунного камня, пайетки серебристого цвета и кристаллы. Я нарисовала несколько эскизов в поисках нужного силуэта. Для основы под брошь я взяла фетр голубого цвета. Для того, чтобы перенести эскиз на фетр, вырезаю из бумаги шаблон перышка. Для нанесения рисунка на фетр использую мягкий карандаш 3B. По контуру буду проходить темно-серым бисером с перламутровым оттенком. Я работаю мононитью в 2 сложения. Размер нити 0,15 мм. В самом начале я начинаю пришивать методом вперед иголка. Но в дальнейшем я уже использую метод назад иголка, так получается гораздо быстрее. Бисеринки стараюсь пришивать как можно ближе друг к другу. Так как вверху перышка у меня будет располагаться розовый бисер, я решила затонировать фетр пастелью. Теперь я прохожусь нитью вдоль всего контура, чтобы собрать и выровнять бисер и добавить Кристаллы я приклеиваю на прозрачный клей, чтобы они уже никуда не двигались. И затем подшиваю. Теперь я делаю несколько дорожек из пайеток. Сначала я прокалываю то место, в котором будет располагаться серединка пайетки. Набираю на иглу пайетку и прокалываю ткань ниже.
приступая к заполнению бисером. Иду снизу вверх, от темного к светлому. Возможно, вы замечали, внизу многие перья пушатся, поэтому внизу я вышиваю в хаотичном порядке. Начиная с этого момента, я уже вышиваю бисерными нитями.
Работа уже почти готова. Теперь добавляю бисер там, где это необходимо, чтобы задать нужный объем. Теперь можно вырезать работу. Главное не задеть нити. Но если такое произошло, необходимо сразу же закрепить нить в тех местах, где она используется. Черенок я делала с помощью пина. Брошь получилась очень интересной. Я уверена, у вас получится так же. Обвожу готовую работу на картоне и на искусственной коже. Картонная заготовка выравнивает изделие. Также к этой заготовке я пришиваю булавку. Теперь собираю брошь. Сначала промазываю клеем фетр. Далее приклеиваю к нему картонную заготовку с булавкой. После этого уже приклеиваю искусственную кожу с вырезами под выпуклые части булавки. Обработку края делала американским способом. В самом начале вывожу нить наверх. Далее набираю бусину, прокалываю кожу и фетр. Самое главное – проколоть фетр за бисерным контуром. Теперь вывожу иглу в бисер снизу вверх, чтобы нить оказалась наверху. Теперь снова набираю бисерину, прокалываю через искусственную кожу фетр, укладываю бисеринку, прохожу снизу вверх, так она становится на свое место, и продолжаю, пока не пройду весь контур.
Чтобы замкнуть контур из последней бусины, я выхожу в самую первую через верх и таким образом закрепляю их. Вот такая брошь у меня получилась. Кристаллы и пайетки отлично дополняют друг друга. Так, когда свет попадает на брошь, он отражается и от кристаллов, и от пайеток, которые спрятаны внутри броши. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересных видео. Всем успехов в творчестве, до новых встреч!